Сегодня у нас уникальный серьезный контент. За 16 лет я первый раз сталкиваюсь с таким случаем. Поэтому, чтобы у вас такого не повторилось, вот, мы снимаем этот ролик. Всем приятного просмотра. Я хочу вам показать, на что стоит обратить внимание и что вообще сделать, чтобы вот так розы не погибли. Объясню предысторию. На этом объекте хозяева уехали на 2 месяца весной как раз, садовники, ландшафтники тоже уехали, и, соответственно, розы были не под присмотром. И произошла беда. Все розы на участке в разных местах, на разных клумбах, все погибли. Вот на заднем плане у меня розы, они должны быть уже вот такой высоты. У нас сейчас уже за середину июня, то есть самый расцвет, уже розы везде цветут, а здесь роз практически вы не видите. Вот. Их поразил очень страшный вредитель, очень страшная болезнь, о которой я расскажу сейчас в этом ролике, и вообще расскажу, что делать, как с этим бороться, как предупредить. Вот, все объясню. Пойдемте дальше, покажем на других клумбах, что происходит. Здесь у нас еще одна роза находится, можно посмотреть, это роза плетистая. Вот здесь очень хорошо видно начальные признаки, вот, можно посмотреть поближе. Здесь куст, видимо, заболел позже, чем те кусты. Здесь видно недостаток питания элементов, потому что вредитель, который убивает наши растения, он просто-напросто разрушает клетки. Вот. Чуть-чуть позже мы познакомимся, что за вредитель. Посмотрите, недоразвитые листья, вот, им не хватает элементов питания и не хватает строительных кирпичиков для того, чтобы создать хорошую листву. Вот. Растение не развивается, бутоны у нас, скорее всего, ну, может быть, какие-то раскроются, в основном нет. То есть он полностью гнобит растение, пока оно полностью не погибнет. Причем в разных местах. Пойдемте, сейчас я покажу еще одно место. Вот здесь можно видеть, розы находятся достаточно далеко. Вот, с ними все то же самое происходит. И пойдемте еще посмотрим. Вот здесь тоже клумба достаточно далеко находится. Вот, тот же самый эффект. Побеги недоразвитые, розы после зимы практически не раскрылись, листья. Попытались стартануть, и все. Видите, абсолютно очень-очень плохо развиваются. И так как вы уже убедились, вредитель очень-очень серьезный. Кто же стоит за этим всем? Стоит обычная тля. На самом деле тля сама не поражает так растения, и вредителей за этим стоять может намного больше. То есть нематоды, клопы, тля, трипсы, белокрылки. Все это является транспортом для настоящего вредителя. Вот, как вы все знаете, у нас и люди болеют коронавирусами, то есть вирусами, и растения болеют вирусами. В данном случае наши розы поражены вирусом увядания розы. Вот, это очень серьезное заболевание, оно не лечится. Ну, сейчас я вам расскажу, как можно добиться результата в борьбе, вот, и помочь растениям бороться с этим вредителем, так сказать. Вот. Как посмотрели под микроскопом, переносчиком в нашем случае является тля. Очень микроскопическая тля, не специфическая для розы, то есть обычно тлю видно на розах. Вот. В нашем случае очень микроскопический вид тли, вот, перенес эти заболевания. Перенес заболевания по всему участку и, возможно, даже к соседям. Надо будет предупредить соседей, вот, чтобы они выбраковали все заболевшие растения. Растение не поддается лечению, как я уже сказал. Вот, если вы заметили вот такие признаки, на розе, то есть видно редуцированные побеги, недоразвитые листья скрученные, вот, из-за того, что нет строительного материала, потому что проводящие пучки у нас повреждены вирусом, вот, они не работают как положено, и у нас видно здесь недостаток элементов, недостаток железа, азота и, в принципе, всех строительных элементов. Несмотря на то, что у нас почва с перегноем, здесь даже, вот видите, есть удобрение у нас, вот, но растение не может ничего поделать, взять, потому что нечем проводить питательные вещества к побегам. Соответственно, что в первую очередь нужно делать? Никогда не позволяйте вредителям доминировать, вот, вовремя обрабатывайте розы средствами защиты растений от трипса, от тли, вот, от клеща того же самого. Вот. И тогда вероятность заболевания будет гораздо меньше. Вот. Вторая причина
Это перенос, например, с грязным инструментом. То есть, если вы секатором где-то порезали растение, соответственно, вы можете с помощью этого же секатора перенести вирус на здоровое растение. Нам всегда работайте чистым инструментом, обеззараживайте его спиртом. Вирусы, как известно, не любят спирт, как мы узнали уже из коронавируса. Соответственно, нужно работать чистым инструментом. Следующее, что нужно делать для того, чтобы ваши растения не заболели. Если вы досаживаете розы, это вообще не важно, вирусами болеют все растения. Старайтесь покупать всегда здоровый посадочный материал, то есть чтобы он в садовом центре выглядел здоровым, не угнетенным, и тогда вероятность заболевания ваших растений на участке уменьшится, естественно. И последний показатель, четвертый, что нужно стоит делать, это если вы уже увидели, так получилось, что вредители принесли все-таки на ваше растение вирус, вот, сразу отбраковывайте эти растения. То есть если вы увидели вот такие признаки, не стоит ждать, что растение выздоровеет. От вирусов даже людей, скажем так, не очень успешно лечат. Но за растения вообще пока не приходится ждать от науки каких-то таких новых открытий. Поэтому растение, пораженное вирусом, не стоит держать на участке, иначе вы потеряете все розы, как в нашем случае. Вот. Мы их все сейчас выкопаем и, скорее всего, спалим. Кстати, хотел бы сказать, то есть если вы, например, компостируете какие-то остатки, то есть, например, розы можно не только просто спалить, вот, чтобы не разносился вирус, можно их также и в компост. Вирусы живут только в живых клетках. Если клетки погибают, вирус тоже погибает. Он не переносится никакими семенами, спорами, как грибковое заболевание. Поэтому компостировать такие растения, в принципе, можно. Что еще из народных методов? Ну, это то, что я уже вычитал в интернете. Я сам этот способ не испробовал. Говорят, что нужно сажать, чтобы розы не поражались вирусом, как в данном случае, нужно сажать их с чесноком вперемешку. Ну, как бы такое сомнительное, конечно, удовольствие. Вот. Ну и, в принципе, учитывая редкость данного явления, то, конечно, лучше наблюдать за своими розами и своевременно вот пользоваться моими советами, которые я вам дал, вот, чтобы не было вот такого заражения. А на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем до новых встреч!